Дверь отеля «Риверстоун» отражала вечерние огни Чикаго, когда Эвелин Джонсон вошла в холл с небольшим чемоданом. Она двигалась спокойно, так как двигаются те, кто прожил длинную жизнь и научился не спешить. На стойке регистрации молодая блондинка с идеальным маникюром недовольно глянула на экран. В ее голосе звучало холодное раздражение. Бронирования на имя Джонсон нет. Эвелин растерянно достала распечатку подтверждения, но сотрудница даже не взглянула на нее, посоветовав поискать более подходящее место. Когда охранники мягко, но твердо проводили ее к выходу, взгляды гостей прожигали спину Эвелин. На улице, под неоном вечернего Чикаго, она позвонила дочери. «Мама, я приеду», — сказала Линда, — «ты заслуживаешь уважения». Эвелин вздохнула. «Иногда, детка, сражаться надо, но не всегда сегодня». На другом конце города, в небоскребе на берегу озера Мичиган, Кристофер Джонсон, владелец сети Johnson Hospitality Group, проводил заседание совета. Звонок от сестры застал его врасплох. Мать выгнали из его собственного отеля. Через час он уже стоял в том самом вестибюле. Менеджер, высокий седой мужчина по имени Ричард Блейк, уверенно рассказывал о высоких стандартах и поддержании правильной клиентуры. Когда Крис спросил о пожилой женщине, которую выгнали днем, Блейк усмехнулся. «Наверное, мошенница. Такие не вписываются в наш профиль». «Эта женщина — моя мать», — тихо сказал Крис. Холл замер. Через 10 минут Блейк и вся его команда были уволены. Крис собрал персонал. Люди, ранее молчавшие, начали говорить о несправедливом обращении, отказах в повышении, о гостях, которые не выглядели подходяще. Крис слушал, чувствуя вину за то, что не видел этого раньше. Следующие месяцы стали временем перемен. Новый менеджер, темнокожая женщина по имени Мэри Грин, изменила культуру обслуживания. Теперь все гости и сотрудники чувствовали себя желанными. Год спустя Эвелин снова вошла в Риверстоун. В холле висела ее фотография с надписью: «Посвящается Эвелин Джонсон, женщине, напомнившей нам, что достоинство не дается, а признается». Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.